Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Жалеет ли она о предательстве? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. Да что ж такое? Что ж так тяжело? Вот тяжело настолько, вот морально, душевно. Вот такое ощущение, что вот вы один, и вас никто не слышит. Вы не можете до кого-то достучаться. Это может проигрываться и в отношениях, это может проигрываться на работе, с окружающими. Как будто вы себя чувствуете вот белой вороной, никому не нужный, да. Вот такой вот, ну, бедный, несчастный, морально убитый человек, которому очень тяжело. Причем тяжело. Вот такое ощущение, что тяжело, потому еще, что детей вы не можете видеть так часто, как вам бы хотелось. Еще это может проигрываться. Очень хороший отец вы. Вы готовы вот ради детей просто горы свернуть, да, вот вам бы хотелось чаще видеться, да, но это может быть еще проблема, то, что вот женщина вам не дает общаться. От этого вам тяжело, либо же какие-то рамки она вас загоняет, да, какие-то ультиматумы ставит, да, вот по ее правилам это должны быть встречи эти. Ну, то есть, от чего печаль еще? Давайте посмотрим. Манипуляций. Очень много было манипуляций в вашей жизни. Ну вот состояние, вот если коротко у вас, спасите, помогите, да? У кого-то это сейчас продлевается, у кого-то оно вот было недавно, как я обычно говорю в своих видео, потому что это общий расклад. Вот вы как будто отшельник, да? Посадили себя сами в клетку, можно выйти, клетка в принципе открыта, но выходить не хочу. Такое вот добровольное заточительство, своего рода какая-то апатия, упадок сил. Это может быть еще из-за тяжелой физической работы, когда вот вы приходите без задних ног падаете, когда вокруг нет понимания, когда рядом нет любимого человека. Ну, то есть единственная отдушина и отрада на данный момент это не любовь, а работа. Любовь это как-то вот осталось где-то там, отголоски, да, вот я сейчас даже не вижу, что вы готовы к новым отношениям. Вот абсолютно я не вижу. Да, на уровне мыслей может быть там какие-то хотелки, да, вот если бы женщину, да, если бы хорошую жену. Но вот я не вижу абсолютно никаких шагов по поиску женщин, так скажем, да, вот абсолютно. Вы как-то, ну, не стараетесь особо знакомиться. Вы, да, можете отмечать, что женщина интересная, много вокруг красивых, но как-то вот руки опустились, такое вот настроение пассивное, пессимистическое, особо ничего не хочется. То есть такой непростой период. Так, что еще происходит в вашей жизни? Давайте-ка быстренько посмотрим. Предательство было в вашей жизни. Может проигрываться, что некоторые из вас просто вот романы такие небольшие крутят, и то без особой охоты. Ну, чисто, как говорят, для здоровья, да, вот. Это не в радость, это просто вот, ну, чтобы забыться, чтобы отвлечься, но особой радости от этого нет. Но в вашей жизни все равно грядут большие перемены, но об этом расклад будет в другой раз. Но перемены будут судьбоносные, да, это я так вам небольшую интригу заброшу. У вас перемены будут именно в личной жизни, именно вот брак, вы сами видите, да. А сейчас давайте-ка посмотрим, какая же женщина пришла к вам сегодня на расклад. Ну, кто бы сомневался, другая даже и не могла бы прийти. Это женщина, с которой у вас уже разрушены отношения, но которую вы в душе еще не отпустили. Вот у некоторых из вас может проигрываться ситуация, что вы даже еще допускаете вот примирение. Несмотря на то, что вам больно, плохо, вот ну не можете вы ее забыть. Это ваше такое вот своего рода наваждение. Эта женщина может увлекаться магией, либо же ходить к каким-то там гадалкам, женщинам, которые магией, причем черной магией увлекаются, и делать разные нехорошие штуки.
Это женщина, которую вы думали, что она вот будет ваша одна единственная на всю жизнь. Вот это такой человек, который, ну, знаете, как будто вот она маскировалась очень хорошо. Вот поначалу, вот если вы вспомните, вот напишите в комментариях, есть такой момент или нет. Поначалу вот ваших отношений, да, в начале самом, она была вообще другой, вот может даже кардинально другой, и добрее, и милее, и может даже не такой вспыльчивой, не такой вот зловредной. Абсолютно человек поменялся, кардинально поменялся. Почему поменялась? Почему поменялась? От хорошей жизни, от ваших сюрпризов, от ваших подарков. Она присытилась. Да, с этой женщиной у вас все закончено. Именно с ней у вас произошли кардинальные перемены, причем я так думаю, что они произошли очень резко и неожиданно. Это было вот как будто обрубились отношения, да, вот терпел и обрубил, что все, хватит, достало, с меня хватит. Женщина, которая вот настолько вот избаловалась от сытой жизни, да, вот уже не раз выпадала опять же в раскладах, вот я сейчас просто вспоминаю, были уже такие расклады, что вот вы как бы своей любовью, своей заботой, вниманием и лаской, вот вы как бы балуете женщину. Вы хотите из благих намерений, да, вы вкладываете всю душу в эти отношения, в эту женщину, а получается обратный эффект. Вот что самое печальное. Потому я всегда и говорю, в очередной раз вот говорю, что нужно все делать дозированно. Потому что это все воспринимается потом как должное. И все ваши вот эти сюрпризы, старания, но это уже не будет абсолютно иметь того эффекта, который должен быть. Эффект радости, эффект какого-то сюрприза должен быть, да, вот когда ждешь чего-то такого необычного. А когда она знает, что сегодня будет классно, все, верный пес, завтра будет классно, все, верный пес, послезавтра, понимаете, и оно, ну это просто начнет тошнить, грубо говоря. Поэтому все должно быть дозировано. Итак, то есть к нам на расклад, ну, конечно же, пожаловала ваша бывшая. Если вы вот заметили, да, я стараюсь как бы одно видео делать и о бывших, потому что у меня есть запросы, да, интересуются некоторые мужчины по поводу вот бывших отношений и так далее. И стараюсь делать видео про будущих женщин, поэтому уж не обессудьте, я стараюсь угодить всеми. Будущее, бывшие. Вот единственное, настоящих я не делаю, потому что, ну, как-то я так понимаю, что сейчас в отношениях, вот те, кто меня смотрит, ну, это, наверное, единицы. Напишите, кстати, мне в комментариях, чтобы я посмотрела, вот есть у вас сегодня отношения на сегодняшний день. Либо гражданский брак, либо же вы встречаетесь, да, вот, чтобы я просто ориентировалась, стоит ли снимать такие видео. Ну, я так поняла, что очень маленький процент именно людей в отношениях меня смотрят. Так, жалеет ли она о предательстве? Давайте наш вопрос, самый главный вопрос. Знаете, она не жалеет. Вот поначалу, да, поначалу ей, когда вот все произошло, когда вот закончились ваши отношения, поначалу ей было не по себе, ей было плохо, да, вот разрыв отношений, тем более, что она не думала, что получится. Она надеялась на лучшее, она надеялась, что еще все вернется. Я вам скажу, еще может проигрываться. Она даже у некоторых из вас может проигрываться, что она еще надеется на улучшение отношений. А вот страдать нет. Нет. А, кстати, она может появиться, нагнать какого-то страху на вас. Может с каким-то шантажом проявиться, поэтому будьте осторожны, это будет вранье, что вы так засомневаетесь, заколеблетесь, да, вот. Плюс может еще с такой уловкой появиться, начать петь, что вот любовь, морковь, давай попробуем вернуть, да, вот чтобы воссоединить семью. Могут быть такие вот поползновения, именно вот таким каким-то обманным путем все вернуть. Но чтобы она жалела, я этого не вижу абсолютно. Она жалеет единственное, что вот она потеряла золотую жилу, да? Это не обязательно, да, что вы там олигарх.
Я утрирую, конечно, но то есть это и деньги, это какой-то комфорт, это избыток любви, да, это состояние, когда тебя любят, потому что это очень важно и для женщины, и для мужчины чувствовать себя нужным и любимым. Вот она себя чувствовала и в комфорте, и любимой она чувствовала. Но вот сейчас у нее теперь состояние, вот, ну вот спасите, помогите, да, но только спасать-то некому, и не хочется особо такую дамочку спасать. Тем более человек, который... Она единственная вот жалеет, что она красивую жизнь потеряла. Вот это она жалеет, конечно. И то она уже присматривает варианты. Человек, который без выгоды шага не ступит, дама, которая очень любит подарки. Вот особенный акцент, она очень сильно любит подарки, сюрпризы. Ну, в принципе, все люди любят, но она как-то уж, ну, слишком любит эти подарки. Особенно, если это дорогостоящие подарки. Да, вот она, знаете, вот она не ожидала, что вы уйдете. Она не ожидала, что вы разорвете вот отношения. Она думала, что она вот так чудить, мутить будет, и это все ей будет сходить с рук. Она немножечко просчиталась. Поэтому да, первое время ей было не по себе, потеряла человека, все-таки привязанность какая-то. Про чувства я молчу, здесь нет чувств у нее. Я вообще сомневаюсь, что такой человек может любить. Я не вижу вообще у нее никаких чувств ни к кому, кроме к себе. Она хочет, знаете, вот человека, которым можно управлять, которым можно руководить, которым можно быть великой актрисой и показывать вот эти все свои закидоны, да, что хочу это, хочу то, вот такая я вся царская дочка, да, а ты, мой раб, и должен исполнять. Нет, такие люди ни о чем не жалеют. Вот сейчас ей плохо, но ей плохо от того, что у нее в жизни все пошло не так. Вот она получила бумеранг. У нее счастья нет, у нее личной жизни как таковой нет. Я не беру какие-то там временные связи во внимание, ну то есть я не могу сказать, что она счастливо вообще живет. Ни в финансах, ни в личной жизни. То есть человек единственное, что переживает, что она вот потеряла тут комфорт и то удобство, да, вот денежные вот какие-то свои хотелки. Вот она потеряла финансовую такую составляющую. А жалеть нет, такие люди не жалеют. Ну, зато, знаете, радует то, что она получила свой бумеранг. Она все-таки надеется, что она встретит снова мужчину, который будет ее обеспечивать. Она надеется все равно, что вот она встретит еще своего императора, мужчину, который будет все исполнять, как золотая рыбка. Но пока такого нет. Она этого хочет. Она очень надеется на новую любовь, на нового, причем состоятельного. Вот ей хочется статусного мужчину, состоятельного. Ну где ж такого взять? Да, статусным мужчинам нужно соответствовать. Статусный мужчина не пойдет лишь бы с кем. Там нужно держать марку реально, нужно соответствовать. И вот это все притворство, да, корыстность женская, это все раскусывается просто на раз-два. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!